Ребята, в этот раз что-то было по-другому, и вы тоже это почувствовали. В ту ночь Мексика стала не просто местом проведения масштабного концерта. Город превратился в море эмоций, которые трудно описать. За несколько дней до приезда BTS атмосфера была другой. Улицы были выкрашены в фиолетовый цвет, отели были переполнены ERMY из разных стран, а аэропорт, казалось, постоянно был наполнен звуками возбужденных фанатов, надеющихся увидеть своих кумиров. Но среди всего этого ажиотажа два имени продолжали привлекать наибольшее внимание – Ким Тэхён и Чон Чонгук. Как будто им ничего не нужно было делать, одного их присутствия было достаточно, чтобы взорвать социальные сети. Всплыли старые видео с их участием, ходили слухи о фанатских теориях, и многие ERMY отметили, что этот концерт в Мексике с самого начала ощущался по-другому. В ту ночь в воздухе витало что-то такое, что заставляло всех верить, что они вот-вот станут свидетелями незабываемого момента. С наступлением вечера тысячи ERMY заполнили стадион, подпевая песням BTS. Мексиканская жара ничуть не смогла испортить им настроение. Среди толпы многие несли плакаты с трогательными посланиями. Некоторые писали, что BTS спасли им жизнь, другие выражали благодарность за то, что наконец-то увидели Чонгука и Тэхёна лично после долгих лет ожидания. Некоторые фанаты даже плакали еще до начала концерта, чувствуя, что этот вечер был слишком хорош, чтобы быть правдой. Звуки песен BTS разносились по всему стадиону, смешиваясь с истерическими криками каждый раз, когда на больших экранах появлялись кадры с лицами участников. Но каждый раз, когда камера показывала Тэхёна или Чонгука, голоса толпы мгновенно становились громче. Реакция была настолько ощутимой, что многие в социальных сетях начали отмечать, что энергия стадиона полностью менялась всякий раз, когда появлялись эти два имени. И вот, наконец, настал самый долгожданный момент. Внезапно погас свет на стадионе, и через несколько секунд одновременно вспыхнули десятки тысяч ERMY-бомб, создав гигантское фиолетовое море, похожее на живую галактику под мексиканским ночным небом. Крики толпы эхом разносились, и многие фанаты говорили, что чувствовали вибрации стадиона в своей груди. Медленно заиграла вступительная музыка, загорелись гигантские светодиодные экраны, и один за другим участники BTS появлялись на сцене с невероятно мощной аурой. Но когда Чонгук вышел с проницательным взглядом и легкой улыбкой, стадион взорвался. В тот вечер он выглядел очень уверенно, в черном костюме, который усиливал его харизму. Но спустя несколько секунд, когда Тэхён появился среди света сцен, со спокойным выражением лица и своими фирменными элегантными шагами, атмосфера стала совершенно безумной. Крики ERMY были почти неуправляемыми. Камеры мгновенно переключились на него. Еще до того, как он запел, имя Тэхёна кричали со всех сторон. Внешность Тэхёна в тот вечер мгновенно стала трендом в интернете. Его слегка растрепанные волосы, глубокий взгляд и редкие улыбки заставили многих фанатов признаться, что они не могли дышать, когда видели его лицо крупным планом на огромном экране. Но еще более эмоциональным этот вечер сделало то, как Чонгук несколько раз смотрел на Тэхёна во время их выступления. Камеры фанатов запечатлели множество небольших моментов, которые за считанные минуты стали вирусными. Когда Тэхён пел свою строчку низким, теплым голосом, который заполнял стадион, Чонгук улыбался и поворачивал голову к нему. Когда хореография закончилась и участники переместились на разные стороны сцены, Чонгук все еще несколько раз проверял взглядом местоположение Тэхёна. Для многих ERMY эти небольшие взаимодействия были гораздо более захватывающими, чем масштабные, запланированные моменты. На протяжении всего концерта их энергия полностью доминировала в этот вечер. Чонгук был неистовым и энергичным, бегая с одной стороны сцены на другую, постоянно заставляя публику кричать без остановки. Его голос оставался ровным, даже когда он танцевал с полной отдачей. Между тем, Тэхён демонстрировал совершенно другую ауру, более сдержанную, элегантную и загадочную, но именно это делало каждое его движение таким завораживающим. В один момент камера запечатлела, как Чонгук громко смеется после того, как Тэхён что-то сказал во время песни, и видео мгновенно стало вирусным в социальных сетях.
Многие фанаты говорили, что взгляд Чингука на Тэхёна в тот вечер был полон благоговения, словно он был очарован выступлением Тэхёна на сцене. И по мере того, как вечер продолжался, химию между ними становилось все труднее игнорировать. Когда концерт приближался к финалу, атмосфера постепенно становилась все более эмоциональной. BTS начали обращаться к фанатам, выражая благодарность мексиканской RM за их неизменную любовь на протяжении многих лет. RM говорил с волнением, Джин улыбался, глядя на море фиолетовых огней, заполняющих стадион, а Чимин несколько раз вытирал глаза. Но внимание зрителей в тот вечер снова было сосредоточено на Тэхёне и Чингуке. Чингук снимал стадион на свой телефон, время от времени смеясь от восхищения над скандированием тысяч фанатов. Тем временем Тэхён просто стоял неподвижно, глядя на публику с глубоким выражением лица, словно пытаясь навсегда сохранить в памяти воспоминания о том вечере. Многие RM говорили, что выражение лица Тэхёна в тот вечер было другим, более эмоциональным, более нежным и наполненным неописуемым чувством благодарности. Затем произошло нечто совершенно неожиданное. Свет на стадионе медленно погас, и большой экран внезапно погас. Весь стадион затих в замешательстве. Через несколько секунд началось воспроизведение официального видео. Когда на гигантском экране появилось лицо президента Мексики, стадион взорвался криками удивления и слезами от переполнявших его эмоций. Никто не ожидал, что концерт BTS в тот вечер получит такое пристальное внимание со стороны лидера страны. В своем обращении президент Мексики похвалил BTS не только как мировую музыкальную группу, но и как символ единства и надежды для молодежи всего мира. Он сказал, что BTS объединили миллионы людей из разных культур посредством музыки и что их приезд принес огромную радость мексиканскому народу. Эти слова мгновенно привели стадион в неистовый восторг. Многие RM обнимались и плакали. Некоторые не могли перестать выкрикивать имя BTS. Но из всех важных моментов того вечера именно реакция Тэхёна и Чингука привлекла внимание всего мира. Камера сфокусировалась на Тэхёне, который слегка улыбнулся, а затем вежливо поклонился в сторону экрана. Этот простой жест мгновенно стал вирусным в социальных сетях. Многие хвалили его скромность и изящество. Но в то же время другая камера запечатлела, как Чингук смотрит на Тэхёна с гордой улыбкой, увидев его реакцию. Этот короткий момент привел RM в онлайн-сообщество в восторг. Многие говорили, что взгляд Чингука на Тэхёна в тот вечер был невероятно искренним и полным восхищения. Даже несколько международных СМИ начали подчеркивать естественную химию между ними, которая продолжает оставаться в центре внимания на каждом концерте BTS. После окончания видеообращения президента атмосфера на стадионе стала невероятно эмоциональной. RM выразил свою благодарность мексиканскому народу дрожащим голосом, в то время как другие участники группы выглядели искренне тронутыми таким ошеломляющим приемом в тот вечер. Чингук продолжал улыбаться фанатам и махать им во все стороны, а Тэхён несколько раз со слезами на глазах смотрел на море фиолетовых огней. Когда зазвучала заключительная песня, весь стадион подпевал так громко, что казалось, будто один большой звук заполнил мексиканское ночное небо. Чингук и Тэхён стояли рядом друг с другом у края сцены, коротко обмениваясь улыбками, прежде чем попрощаться с RM. И по какой-то причине этот простой момент оказался невероятно трогательным для многих. Даже после окончания концерта тысячи фанатов оставались за пределами стадиона, подпевая песням BTS. Социальные сети по всему миру были заполнены видеороликами с Тэхёном и Чингуком с того вечера. Их имена еще несколько часов оставались в трендах. Многие говорили, что концерт BTS в Мексике больше походил на культурное событие, чем просто музыкальное выступление. Но для RM этот вечер запомнится прежде всего одним – тем, как Тэхён и Чингук в очередной раз создали теплое, эмоциональное и незабываемое воспоминание. Под фиолетовым ночным небом Мексики они предстали не просто как мировые суперзвезды. Они стали двумя фигурами, которые соединили миллионы сердец в одну ночь, которая навсегда останется в памяти RM.